Приветствую вас на раскладе, уважаемые девочки и мальчики всех возрастов, уважаемые подписчики. Карты Таро Ленорман и карты Колесо года. Эти две колоды здесь будут для вас работать, будут вашими помощниками, советниками и откроют такие вопросы относительно отношений. Сейчас я вам озвучу вопросы, а вы можете, конечно, загадать свои вопросы, не обязательно вот четко, так как я сказала, да, просмотреть мысли, чувства мужчины, его отношение к вам на момент просмотра, на сегодня, то есть на момент просмотра. Девочки, дорогие мои мальчики, посмотрите на эту шикарную карту, которая для вас вышла. Это четверка пентаклей, и это прекрасная карта. Она говорит о том, что отношения ваши будут великолепно складываться. И именно от момента просмотра и вообще навсегда вы будете с ним просто счастливы. А тема расклада такая. Честно посмотрим, что у него на душе по отношению к вам. Честно посмотрим, что у него на душе. Вообще карты всегда мои смотрят честно, да? Всегда смотрят честно. Честно посмотрим, что у него на душе по отношению к вам. Давайте возьмем из Колеса года тоже одну карту. Это шестерка, это шестерка чаш. Это же очень хорошая карта, девочки мои дорогие. Это говорит о том, что он вас любит, это однозначно. И то, что у вас с ним будет великолепная жизнь вместе, это вам гарантируется, потому что шестерка чаш – это когда вы долго вместе, и когда вы будете уже в таком красивом возрасте, зрелом, вы будете как вспоминать свою жизнь, вместе будете, то есть это на долгие годы счастья. Я сейчас возьму для начала по 3 карты из каждой колоды на тему. Посмотрим честно, что у тебя на душе по отношению ко мне. Спросите вот так своими словами просто. Скажи честно, что у тебя на душе по отношению ко мне. Карта номер 1, карта номер 2. И карта номер 3. Вот эти основные карты, а потом, если нужно будет, будем добирать. Итак, это с колодой Таро Ленорман. Теперь колесо года и те же вопросы. А вы честно скажите, просто своими словами. Обратитесь к нему, ведь к нему можно обратиться через высшие силы, да, это самое такое правдивое, самое глубокое понимание человека. Скажи честно, что у тебя на душе по отношению ко мне? Скажи честно, что у тебя в душе по отношению ко мне? Карта номер 1, карта номер 2 и карта номер 3. А когда я эти карты протрактую, если у нас еще с вами останутся вопросы, я, конечно же, буду брать еще карты, они здесь лежат. То есть, что такое карта? Это раскрытие ситуации, глубокое понимание и раскрытие ситуации. Сейчас я, может быть, немножко приближу к вам карты, чтобы вам было все виднее, понятнее, да? Приближу чуть-чуть. Вот так. И карты ответят на вопросы, которые вы ставите своими словами. Я протрактую уже то, что я вижу. Скажи честно, что ты имеешь по отношению ко мне? Первая карта на Таро Ленорман. Это 9 жезлов. Карта, кстати, очень хорошая, потому что 9 жезлов это жезл это всегда когда любит. Это энергия, это страсть, это желание быть с вами, это желание обладать, чтобы вы были пара всегда. Вот такой, знаете, аж дрожит, так любит. Это 9, потому что это полнота чувств. 9 это самый сильный большой номер. И 9 жезлов это вот такую страсть. Такие чувства, как он испытывает к вам, он никому никогда не испытывал. Это четко, да? Но у него еще здесь карта крысы Ленорман. И она говорит, что ему недостаточно близости. Или вы ему отказываете в близости по каким-то обстоятельствам, может, он обидел вас сильно, у вас нет к нему желания никакого. Или есть желание, он какое-то двоякое. Сексуально вы его желаете, но обидел вашу душу. Такое может быть. А 9 жезлов может тоже показать его, когда он нервничает. Он хочет вам все это рассказать, но он чувствует, что вы его не поймете. Вот эта нервность такая у него есть, да?
Итак, задаем тот же самый вопрос, девочки, тот же самый вопрос. Или же вы корректируете по-своему, немножко спрашиваете. Скажи честно, что у тебя на душе по отношению ко мне? Вторая карта. Девочки, ну любовь только, страсть, это королева чаш, это желание, опять это страстное желание, девятка жезлов и королева чаш, желание быть с вами, желание любви, желание обожания друг друга. Вы для него королевишна. Это значит только его дыхание, вот он хочет только для вас жить. Это очень хорошо. Скажи честно, поговорим с тобой, с твоей душой. Любишь ли ты меня? Чувства, мысли, давай рассказывай. Еще карта жезлов одна. Вот, и смотрите, две карты жезлов. Жезлы – это страсть, сразу говорю. Страсть, желание. То есть, когда человек точно неравнодушный, а наоборот, он хочет с вами быть. Но с Ленорман, здесь вот даже это не Ленорман, а здесь больше цыганский оракул Сибила, вот эта карта, да, потому что Таро Ленормана неинтересная карта. Здесь есть и Ленорман, и итальянский Сибила, Лавера Сибила, это верное, честное предсказание, и Таро. Многие, кто смотрит, или вы поссорились сейчас, или давно уже поссорились, и ему не нравится состояние ссоры, он недоволен этим, потому что именно если судить по Сибила, по этой системе, да, он хочет с вами помириться и не знает, как к вам подойти, но очень хочет помириться. Давайте посмотрим теперь на колоде вот этой следующей. Кстати, можно выбрать номер, почему нет? Вы распоряжаетесь видео как хотите. Я для вас его сделала, дала в подарок. Для одной только цели, чтобы вы смогли свою жизнь построить, определиться, или с человеком определиться, или со своими чувствами разобраться, да, или его больше понять лучше, в общем, такая вещь. Поэтому можно смотреть, конечно, все видео в любом случае нужно просматривать, потому что так высшие силы его сделали, но выбрать можно или левый, или правый расклад, а можно лучше всего выбрать два, и комбинация будет, что-то будет резонировать с одного, что-то с другого. Кстати, когда заказываете, то же самое происходит, нет ни одного заказа, где бы все карты подходили вам. Итак, а я, кстати, не беру денег за гадание. У меня все в общем доступе, духовность, как в церкви, доступная для всех. Вот эта карта скажет его отношение к вам, чувства и мысли. О, как он хорошо к вам относится. Это рыцарь Пентаклей, он хочет для вас заработать денег. Он хочет, чтобы вы были богаты, хочет для вас заработать денег, чтобы у вас был дом, полная чаша. Он такой добытчик, да, здесь на коне постоянно на коне, да, постоянно работает или думает о работе. Какой-то воркоголик такой вполне может быть у вас, да. Не обязательно, что у него сейчас идут дела хорошо, но будут скоро идти хорошо, потому что рыцарь Пентаклей, мужчина, который может добыть деньги, может заработать, может убить этого мамонта для того, чтобы кормить семью. Если у вас еще нет семьи, она будет, потому что это хорошие новости. Всегда рыцари – это хорошие новости. Вот эта карта. Какие чувства и мысли? Вот восьмерка чаш. Именно на этой колоде, ну, знаете одно, авторские колоды, они не сделаны такими самыми настоящими эзотериками часто, да, а просто людьми, кто обожает карты, да еще умеет рисовать, да. Или же, например, это могут быть эзотерики, которые заказали у художника карты. Здесь немножко, понимаете, однобокое чтение немножко этой карты, именно на этом символе, но я вам немножко растолкую. Восьмерка чаш – это не вот такие чаши в воздухе, это чаши на земле. Это, что такое чаша на земле? Это когда вы и он решили окончательно, что вы хотите быть вместе, вы примирились со своим прошлым, поняли, что он делал не так, что вы делали не так, и уже знаете, как друг с другом взаимодействовать для счастья. Да? Там вот этот уход, на самом деле у Райдер-Вейт, означает, что вы ушли от того, чтобы копаться в прошлом, там выяснить отношения, придираться друг к другу. Вот от этого вы ушли, потому что чаши там стоят ровненько 5 и 3. По нумерологии, когда вот так 5 и 3 ровно стоят, это говорит о том, что уже прошлое для вас понятно, вы туда больше не будете идти, вы понимаете какой-то опыт, вы его вынесли, и вы дальше идете с пониманием своей жизни в правильном направлении. Здесь по этой карте как бы вы остаетесь сзади и смотрите на него, он уходит, да?
И вы спрашиваете, может ли эта карта говорить о расставании вашем, да? Восьмерка – это хороший номер, во-первых, да? Это номер продолжения отношений, наоборот, это новый уровень отношений. Вот, например, как карта влюбленные, это то же самое, это новый уровень отношений. Поэтому, может быть, вы здесь смотрите ему вслед уходящему, как вот, когда он вас не понимал, когда у вас были ссоры, когда у вас были раздоры, когда вас ссорили другие лица, обстоятельства, жизненные проблемы, семейные неурядицы, неустройки, вот это все, что вас ссорило. Ведь только два есть повода для ссор. Это семейные обстоятельства, то есть бытовые, либо же это третьи лица, которые вмешиваются, да. Но хочу сказать, что в бытовых ситуациях очень часто замешаны третьи лица. Это могут быть ваши родители, его дети, ваши дети или общие дети. Это может ссорить, да, если жизнь не устроена, быть не устроен. И по этой карте, потому что чаша, все равно у него есть к вам любовь. И я точно знаю, что у вас есть к нему любовь, но есть и претензии. И у него есть к вам претензии, и у вас есть к нему. По восьмерке эти претензии, наверное, были долгое время. Может быть, там качели, или он нерешительный, или он какой-то мужские поступки не делал, как-то, знаете, может, или не зарабатывал, или недостаточно внимания вам уделял. Любая вот такая ситуация, она завершается по восьмерке чаш. Он уже вот с этой сумкой, эта сумка, это символ того, что вот знание у него есть. У него есть знание, как нужно жить, как нужно вас любить. Я могу карту читать весь день, вы это знаете. И некоторые девочки обижаются за это на меня, что я слишком глубоко читаю карты, но они мне так раскрываются, да. Это же не то, что я там умная, нет, эти карты так раскрываются мне. Мне нужно остановиться. Но это хорошая карта, вот о чем я говорю. Чувства у него такие, давай все наши ссоры оставим позади, вот такие чувства. Да, эта карта подтверждает мои слова, потому что это, во-первых, Пентакли, он говорит, не волнуйся. Он говорит, не волнуйся, деньги будут. Во-вторых, это семерка. Семерка всегда переход, это хороший номер. У меня, кстати, есть видео про звезду мага, как воспользоваться магией звезды мага. Интересная очень вещь. И здесь семерка Пентаклей говорит о том, что мужчина очень хочет, ну, может, хочет детей от вас, да, просто так элементарно. Он хочет наладить с вами контакт. И вы, знаете, вот вы здесь срываете зеленое яблоко. Может быть, была ссора, потому что не созрел он еще для того, чтобы вас понять. В прошлом, когда вы поссорились, да, может быть, было так, что он как бы не созрел, чтобы вас понять. И была ссора основана на том, что все то, что вы ему сказали, он не понял. Он не понял, воспринял все в штыки, разозлился, расстроился. Знаете, одну вещь скажу, сделаем, может, еще больше чуть экран. Одну вещь скажу, что когда мы друг друга не понимаем, это не повод, чтобы расставаться. Понимаете? Это совершенно не повод, чтобы расставаться. Когда мы друг друга понимаем, и есть любовь, а я по этим раскладам вижу, что есть любовь, вы придете к общему знаменателю. Вы обязательно научитесь друг друга понимать. Потому что и левый, и правый расклад показали, что он в вас заинтересован. А теперь я вернусь немножко к четверке Пентаклей на картах слева. Понимаете, деньги будут в вашей паре. Будут деньги, будет изобилие, будет покой, будет достаток, будет такой благоустроенный быт, перестанут третьи лица мешать. Настанет вот такое стабильное положение. Это главные карты, да, они первые вышли. И еще, понимаете, глубоко в душе, там вот чисто у него. Если мы честно посмотрим на его душу, мы увидим, что глубоко в душе только любовь. Любовь, обожание, желание быть вместе. Так что, знаете, это эти качества его души, которые нельзя игнорировать, да? Качество души человека, который хочет быть с вами, который вам предан, который никогда не предаст. И вы скажете, ну да, он меня много раз предавал, разве я могу ему доверять?
На самом деле, судя по раскладам, я ведь не зря делаю два расклада, левый и правый, да? Судя по раскладам, ему не просто можно доверять, ему нужно доверять. Ему нужно доверять, потому что он хочет работать над отношениями. Он знает, что он не зря вас встретил, не случайно. И даже такое чувство у некоторых может быть, что ему как бы было предсказана ваша встреча, или бабушка, или сон какой-то приснился. Он знал, когда вот встретились вы, он почувствовал, что вы его пара, ему не нужно больше искать, ему не нужно больше пристраиваться, налаживать отношения ни с кем, потому что только с вами он хочет оттачивать отношения. Он хочет сделать так, чтобы вы и он, это было одно целое, которое водой не разольешь. Все эти карты об этом, о его любви к вам, его обожании и его желании быть только с вами. Потому что, во-первых, пентаклевые карты вышли, да, во-вторых, рыцарь Пентаклей говорит, что хорошие новости, мужчина думает о вас. И в каком бы вы положении себя сейчас не нашли, что бы сейчас ни случилось в ваших отношениях, я могу сказать четко, что мужчина о вас думает. Мужчина хочет быть с вами, и он стремится наладить эти отношения с вами. Он стремится избавиться от любых препятствий, потому что рыцарь Пентаклей – это тот, который делает дела, не стоит на месте, не ждет, пока все само собой решится. Может быть, он до сих пор так себя вел, да? Думал, что все само решится и как-то все пойдет как нужно. Но по рыцарю Пентаклей он наконец-то взял все в свои руки. Он абсолютно взял в свои руки. Это мощная очень карта, и она говорит о том, что каждый день его жизни он будет думать теперь только о вас. Ему больше никто, кроме вас, не нужен. И даже, может быть, если кто-то когда-то захочет ему понравиться, ему не нужно это, ему не интересно. Он на других женщин может смотреть только из-за эстетической стороны, как любой мужчина, да, смотрит на красоту. Мы же, женщины, тоже смотрим на красивых мужчин просто для эстетики. Но если при этом есть ревность партнера, конечно, партнер или незрелый, или же у него патологическая ревность, то есть он немножко нездоров, да. Вот. И каждый раз, когда вы поймете и поймаете свой взгляд или его взгляд на другом человеке, не расстраивайтесь и не делайте преждевременных выводов. Вы видите, понимаете его внутреннее настроение. А внутреннее настроение – это желание только быть с вами. Только быть с вами. В его взгляде есть доверие. Вот знаете, как мы, девочки, любим таких артистов всяких, например, Брэд Питт, знаете такого артиста, да? И что вот есть во взгляде у Брэда Питта, что у нас ассоциируется с преданностью мужчины. И этот взгляд ассоциируется у нас с этим архетипичным мужчиной, о котором мы все мечтаем. И если вот как эзотерик вам скажу, потому что я изучаю эти проблемы, да, эти дела все, у Брэда Питта, у него есть во взгляде вот такое доверие. Вот доверие, да. Он вот такой, как собачье доверие. Вот не зря у Ленормана есть карта собака, это карта безусловной любви. Такое архетипичное доверие в глазах мужчины. То есть, да, я могу тебе доверять, ты не подведешь. И он как собака, он смотрит, вот на самом деле, посмотрите на Брэд Питт, вот после видео можете там гугл его фотографию, и когда вы смотрите в его глаза, вы поймете, что это как вот, знаете, как говорят, human version of golden retriever. Есть такая собачка golden retriever. Это такая желтенькая оранжевая собачка, очень добрая, такая большая, у нее добрый взгляд очень. И human version – это человеческое как бы человек в виде этой собачки Golden Retriever. Напишите, девочки, в комментариях, если кто знает, как по-русски сказать Golden Retriever. Golden это золотой, а Retriever это порода такая, да? И вот во взгляде мужчины мы хотим это доверие. Мы хотим это доверие. И если это доверие мы не имеем, так вот карты показывают, что, во-первых, будет у вас встреча с таким мужчиной. Некоторые девочки мои смотрят видео мои, у которых нет отношений. Я скажу, что правильно делаете.
потому что вы расширяете свое понимание мужчины, вы излечиваете какие-то родовые травмы касательно мужчин, и таким образом приближаете отличные отношения к себе, понимаете? Теперь вот эти два расклада, они как бы меняют подсознательную установку вашей, делают зону комфорта, связанную с мужчиной, потому что часто мы, женщины, в обществе мужчины не имеем зоны комфорта. У нас родовая история, так, мужчина либо агрессор, либо насильник, либо еще что-то. Очень редко вот такой human version of golden retriever, как Брэд Питт. Очень редко такое бывает, да? И вы увидите результат своей жизни, когда поймете этот расклад глубоко. Вы поймете, что мужчина, о котором вы спросили, он способен на такую любовь, да? Сегодня вы о нем думаете, сегодня вы доверяете ему, сегодня вы на него смотрите со знаком плюс, завтра он уже меняется, а послезавтра вы счастливы. Вот такой алгоритм счастья. Потому что как нарушить отношения с человеком, его потерять? Это каждый день к нему придираться. Все не нравится. Ну, естественно, тогда вот он вам не будет нравиться. Мозг говорит, этот человек мне не нравится. А если каждый день в нем видеть плюсы, он начнет вам нравиться со временем. Вот такая вещь, да? Ну вот, девочки, такой небольшой раскладик и небольшая говорилка в конце, но это для друзей относительно этих карт, потому что карты еще раскрыты, они раскрыты, пока они на столе, у меня идет живое чтение карт. Так что вот эти все мои говорилки, это не мои слова, это не от меня, это живые чтения карт. Вот, пишите, пожалуйста, комментарии, ставьте пальчики вверх или вниз и обязательно подписывайтесь на канал, потому что я делаю расклады и помогаю всем моим девочкам и мальчикам найти себя, найти свою жизнь, сделать свою жизнь лучше, конечно, подписчикам. Потому что подписаться на самом деле ничего не стоит, но тогда вы будете принадлежать к этой группе людей, которые ищут счастье вместе. А коллективное сознание – это все, девочки. Посмотрите в церкви, когда все решили делать пост, и все оздоровились, как там на какой-то праздник, перед праздником. Все решили верить в Христа, и Христос становится живым. Ну, это так. А если кто-то против, он не относится к группе. Вот такие дела, девочки. Всех люблю, обожаю, всем желаю счастья. И я знаю, что мы еще встретимся. Пока.